Ну и что? Asus ROG Nuke. Ну, как мы видим, написано ROG Nuke 970, хотя, я вам честно скажу, это у нас модель Nuke 14 SRK. Короче, Asus ROG Nuke, вот такой вот игровой неттоп, с очень классными характеристиками, с RTX видеокартой, какую мы сейчас с вами разберем на канале Технозон. Поехали! Наконец-то к нам попал вот такой вот классный Asus ROG. Я давно хотел его потестить, и вообще это очень универсальная штука, потому что она может быть на вот такой вот подставочке, кстати, которая тоже у нас Asus ROG, может быть вот так вот размещена. И что у нас здесь с вами есть, скажем так, на самом компе? Но перед этим мне вот принесли его блок питания, мы только его сняли с тестов. Я вам скажу сразу, блок питания зачетный на 330 ватт, нифига себе. Я вам скажу, железка мощная, железочка мощная. Откладываем блок питания и поехали. Сзади у нас 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. У нас есть LAN RJ45 на 2,5 гигабита. Type-C-шечка Thunderbolt 4, HDMI 1, 2 дисплей порта, разъемчик для питания, а спереди у нас есть полноценная картридер, 2 USB 3.0 Super Speed и есть у нас выход под гарнитурку 3.5. Конечно же, у нас есть спереди, вот здесь вот сверху на крышечке, фирменный Asus ROG, который светится и, конечно же, поддерживает у нас ауру. Фактически с аурой оно и у нас синхронизируется. И, конечно же, видно даже систему охлаждения снизу. Да и весь он сам по себе представлен системой охлаждения очень тяжелый. Очень тяжелый. Вот прям конкретно тяжелый. Вообще, перед тем, как пойдем дальше, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки на проверенных продавцов разместил в описании под видео. Сегодня мы с вами не будем читать сайт, никакой сайт производителя не будем, потому что все мы будем уже смотреть на самих тестах. Вообще, очень прикольная моделька. И чем она прикольная? Внутри Core Ultra 9, Core Ultra 9. Составляющую ядер увидим немножко позже. И все это подкреплено Intel Arcon, встроенной графикой. И плюс у нас стоит RTX 4070. Тоже конфигурацию увидим на GPU-Z, когда будем рассматривать ее уже на тестах. А для чего можно использовать? Такой Asus ROG, вообще, когда я лазил на их сайте производителя, в основном везде показывали рабочий момент. Ну, это игровой. Это игровой. На такой видеокарте это не тотальный 4К, вернее, не ультра 4К гейминг, однозначно. Это мы все понимаем. Но 2К, Full HD на ультрах вы сможете играть вообще беспроблемно. И во что мы сегодня играли? Мы играли в Stalker 2, мы играли в Cyberpunk, мы играли с вами, конечно же, в мой любимый PUBG, потому что я старый-престарый пабгер и в прямом и переносном смысле. Да и вообще вы тут можете играть практически в любую игру. Помонтировать видосики, проработать с любым Adobe пакетом, с любыми программами, которые поддерживают модули искусственного интеллекта, потому что здесь кроме этого всего, вот кроме этого все там, грубо говоря, процессор Core Ultra 9, там RTX 4070, хорошая конфигурация памяти, которая работает в двухканале, вообще 4-канале при DDR5 32-битном. Здесь есть еще и процессор ускорения искусственного интеллекта, то есть так самый Intel iBoost, так называемый. Тоже классная тема, высокопроизводительность, которая добавляет нам именно во всем пакете программы Adobe, это фотошопчик, вы можете в GIMP его использовать, вы можете использовать его в рендеринге, вы можете использовать для редактирования видео, и это я тоже вам, кстати, покажу. Сумасшедшие модули Wi-Fi 6E, само собой, которые там дают какие-то невероятные результаты до 2 гигабит по воздуху 5 гигагерцовому. И в принципе, что нам еще обсуждать? Да больше нечего. Мультимониторинг есть для работы, для монтажа, для игр. У нас все с вами возможности есть. И, конечно же, я очень большой фанат именно вот этой вот линейки ROG. Потому что у меня есть, кстати, много чего. Вы сейчас видите вставочку. У меня есть Asus ROG Strix ноутбук. Я делал обзор на ROG Strix Car на 4090. Но вот эта штука имеет право на жизнь. Я вам объясню почему. Потому что у меня стоит дома мультимониторинг. У меня стоит 2 монитора дополнительных к ноутбуку. Все равно я мониторы использую. То есть он у меня как стационарный прикован. И 3 монитора сюда. И вот он мне заменит полностью ноутбук. Потому что этот ноутбук я с собой не таскаю. Это так на всякий случай я его держу как ноутбук. А в остальном все. Давайте так. Переходим уже, тестируем и делаем выводы. Так. Именно со сталкера начнем. Рассказываю на каких настройках. Давайте. Настроечки, графика. И у нас на высоких настройках сталкера с DSS на качество.
Давайте посмотрим, сколько у нас FPS получится. Да? Это маковое поле, кто не знает. Такое мрачное место. Так, побежали. Все, 108 FPS на данный, 99, 100. Прям вот красиво. 100 FPS на сталкере. Вообще беспроблемно. Как вы видите, кое-что прохожу. Иногда есть просадка до 60-70 FPS в каких-то там переходах световых, в переходах мест. И действительно это есть. То есть я этого не говорю, но все это дело с DLSS вытягивают. Очень неплохо. Очень неплохо. Я думаю, что можно идти дальше и, конечно же, тестировать дальше. Но благодаря чему мы играем в Stalker на таких показателях FPS, мы сейчас с вами выясним. Вот, смотрите, у нас все идеально, все идеально. Кстати, вы видели, что же там трассеры летают? По воде вот эти, да, штуки. Красиво. Графика просто обалденная. Ладно, переходим дальше. Ну и, конечно же, кроме Stalker 2 можно еще и помонтировать видео, потому что такое сочетание Intel Core Ultra 9 и плюс RTX 4070 дает нам возможность конкретно работать с ним, вот как со студийным каким-то компьютером, допустим, для монтажа в пакете программы Dolby. Кстати, кто не знал, пакет программы Dolby уже полноценно поддерживает нейральные сопроцессоры для искусственного интеллекта, которые здесь есть, в частности, в этом процессоре, и плюс в сочетании с тензорными ядрами и CUDA ядрами, которые есть в RTX. То есть вот пакет программы Adobe прям вот топ-топ в этом плане. И что мы сейчас видим? Мы с вами сейчас видим Adobe Premiere с моим проектом. Давайте немножко почитаем, как вообще вычисляется производительность. То есть у нас здесь есть дисплей FPS, есть расписание FPS 5994 и смотрим, насколько он работает, показывает дисплей FPS фактически в полном варианте предпросмотра. Это когда не уменьшается качество изначальной картинки. У нас здесь раз, два, три визуальных дорожки, то есть у нас многопоточный. При этом у нас там есть и работа с Ultra KM, и цветокор через MBR Color Correction 3. Плюс у нас есть эффекты усиления речи через искусственный интеллект, кстати, и Denoise у нас на звуковых дорожках, которых рабочих 3. Тоже 3. Это конкретно многопоточное видео. Смотрим с самого начала. У нас дисплей 60, расписание 5994, таргет 5994, рендерит 90, 80 и он опускается. То есть полностью появляется еще дорожка. Даже если мы вот здесь вот еще одну включим, там с подпиской тоже у нас включается, вообще ничего не происходит. То есть здесь используются эффекты, которые сейчас уже массово становятся аппаратными, поэтому вот с монтажом вообще все супер. И рендерить очень удобно. Что, в принципе, подтверждается, допустим, тем же самым PC-марком 10. У нас валидный тест. И смотрите, фоторедактирование 15591 балл. Это очень высокий показатель. Любые программы по редактированию фото с искусственным интеллектом будут с ускорением. Это самые высокие баллы. Рендеринг и визуализация 16352 подходит. Видеоредактирование 7841. На лету 66 FPS, в принципе, подтверждается, как и в Adobe Premiere. В Adobe Premiere мы получали примерно такие же результаты. Поэтому по работе с графикой идеально. Теперь по работе с базами данных обалденно. Я вам объясню. Рекалькуляция Монте-Карло через OpenCL, через ускорение самого процесса с использованием, ну в данном случае OpenCL идет, знаете, как что? Как нейральный процессор. И если отключить нейральный сопроцессор, то здесь будет намного больше показатель, больше 6 секунд. А здесь рекалькуляция Монте-Карло 2,2 секунды. Это очень-очень быстро. Например, тоже те же самые процессы бюджетного сегмента N100, N150 делают это за 90 секунд. А здесь 2 секунды рекалькуляция большой базы данных. Поэтому таблицы, Microsoft Office, все программы будут работать идеально в том плане, что здесь и Writing Score, который здесь есть, открытие документа, сохранение, добавление картинок, все происходит меньше секунды. Я уже не говорю про Essential, это запуск программ, видеоконференц-связь, веб-браузинг, любое, плюс видео 4К и поехали посмотрим по мониторингу. Максимальная частота, которую мы достигали 50.088 и 2, сейчас я вот словлю, даже и 3, 50.088 и 3,
мегагерц, то есть 5 гигагерц, 5,09, давайте так считать, гигагерц, скорее всего 5,1 было задекларировано. Теперь по температурам, я вам скажу так, охлаждение могло было быть лучше. В среднем 50-67, но есть пиковое значение, например, 88. И мы не будем этого скрывать. Зачем? Мы говорим правду. Либо вот здесь вот у нас было пиковое значение 98, но это было пиковое значение в течение одного отрезка мелкого времени, типа пары секунд, например, на переключение фото рендеринга там какого-то. И в среднем температура у нас не вылазит за какие-то непонятные рамки, но, я вам скажу, поработали бы они с охлаждением чуть получше, но неудивительно. Asus ROG всегда были горячие, например, у меня Asus ROG ноутбук, та же самая история, правда, на AMD Ryzen. Во всем остальном все прекрасно работает, а все это благодаря Intel Core Ultra 9 185H, это у нас Meteor Lake, 7-нанометровый, и у нас здесь 24 мегабайта кэша третьего уровня, 6 самых мощных ядер, 8 эффективных, 2 низкопрофильных, имеется в виду low power, или как они там, low profile, короче, это у нас энергоэффективные, 22 потока. Материночка, как они, это ноутбучная материнка на PCI Express 5, кстати, но у нас графический интерфейс PCI Express 4, как в принципе и SSD-шник у нас стоит PCI Express 4 X4. 32 гигабайта DDR5, 4 субканала по 32 бита, или как считают многие по старинке для DDR4, двухканальный режим работы памяти. Вот как мы видим, у нас стоит SK Unix в двух слотах, смотрите, первый и второй DDR5 5600. По бенчмарку здесь нет смысла бенчить, потому что CPU-Z не умеет привлекать нейральные процессоры, поэтому тесты, например, Photoworks мы сделаем конкретно в AIDA 64. Пока мы его делаем, давайте посмотрим видеокарту. Это у нас 4070 лэптоп CPU на GPU AD106, 5-нанометровый, со 128-битной шиной на 8 гигов GDDR6 микрон. С поддержкой всех современных технологий она работает на PCI Express X8 4.0. То есть вы тоже должны понимать, какая здесь шина стоит. По Photoworks, который задействует и нейральный сопроцессор, он немножко отстает от 16-ядерного Ryzen 9 7950 XHT и обгоняет спокойненько 16-ядерный Core i9 12900, 16-ядерный Xeon 26700 и 32-ядерный Threadripper. Ну, в принципе, вы все видите этот перечень процессоров. Если Checkmate делает, то здесь чистая математика, без привлечения уже этого сопроцессора. Здесь будет результат немножко хуже, но он отображает реальную вычислительную способность процессора без каких-то дополнительных моментов. Вот, пожалуйста, он обгоняет Intel Core i9 10900 и немножко не дотягивает уже до всех вверх идущих вариантов. Но, в принципе, это неплохой результат, и для тех целей, которые мы преследуем на этом компьютере, он подходит вполне. Ну и, конечно же, я, как старый пабгер, буду играть в PUBG. По настроечкам Full HD, самый высокий, самый ультра, который я включил, 123-120 FPS, объясню. Дело в том, что, те, кто рассказывают, что на лэптоп GPU 4070 можно играть ультра 4К, это полный вчес. Это вот полный вчес. Давайте что-нибудь, какой-нибудь танец включим. Вы видели, какие у меня шмот? Легендарный, кстати, шмот. Это полный вчес. Потому что, 4090, у меня был 4090 Asus ROG Strix Scar на 4090. И даже там 4К, такое, там в районе 50-60 FPS в PUBG на ультрах. Потому что это мобайл, да, мобильная система. Если там брать фулка, то там, конечно, там под 300 FPS. И здесь в том числе я тестирую на фулке, потому что 4070, это такое, знаете, средний 2К, либо ультра Full HD. Не больше. Об этом мы уже с вами говорили. Давайте сейчас определимся, куда приземляться. Во-первых, играю без звука, сразу сольюсь. Но нам главное, знаете что? Я сейчас буду выпрыгивать. И буду приземляться, именно смотреть на проявление объектов, потому что очень хороший тест. Мы начинаем сверху самолета, когда мало мелких деталей. Сейчас они начнут деревья проявляться, и у нас FPS выше. Когда мы садимся, вернее приземляемся, то FPS начинает проседать. Насколько он просядет после появления деревьев, мы с вами увидим. Вернется ли он в Target 120, который мы зарегистрировали сразу. Сейчас посмотрим. А вот как раз садятся, они меня быстро и сольют. В принципе, без звука это и следует ожидать. Тут рассчитывать на какое-то рубилово с моей стороны сейчас не стоит. Ой-ой-ой-ой, да сколько ж вас. Давайте приземлимся, пускай они меня сливают по-быстрому.
Все, мы приземлились. Молодцы. Давайте залезли. Сейчас что-то схватим. Смотрим на FPS. 120, 130. Давайте хватаем. О, дробовичком. Сейчас мы так, чтобы поразвлекаться чисто. Давайте. 2 дробовика. Вот просто сливайте меня. Я весь ваш. А ну где вы, сволочи? Давайте, подонки. Выходи со мной рубиться. И волчонок, и волчица. И лисица, хотел сказать. Ну, лисица рубиться со мной не надо, потому что... Давайте, 120 FPS. А где они все? Ничего, не испугались, что ли? Таким голосом можно было не испугаться. Они испугались, что ли? А при чем здесь? Я один против всех обычно играю. Кстати, вчера такая катка была. Я один, топ-1 был. О, один здесь, это 100%. Где-то здесь. А ну, не... Опа! Кто-то мне там пытается сзади пострелять. А ну-ка, идите сюда, гады. Ну, сливайте меня уже. Вот он, все, меня слили с другой стороны, я не слышал выстрела, все нормально. 120-160 FPS. Как, в принципе, и Киберпанк на Full HD на графике Ray Tracing Low с DLSS Super Resolution. Однако у нас, видите, у нас все на High, на Ультра. Мы получим с вами очень даже вменяемые FPS. Давайте сейчас посмотрим с вами на бенчмарк, на фирменный от команды Киберпанк, которая создавала. И смотрим, сейчас мы начинаем в баре. Давайте, 76, 76, это на ультрах, на высоких настройках, на ультрах 81, 82 для Full HD гейминга пойдет. Даже какой-то там 2К гейминг, допустим, на средних настройках вы спокойно потянете, либо 4К на минималках с DLSS тоже пойдет. Но мы с вами должны дойти до конца теста. Сейчас бар. Почему уникально это место? Здесь очень много дыма, очень много неоновой подсветки, которая обычно тормозит видеокарту. А при выходе на наружное освещение у нас должно подняться. FPS должен подняться. Мы с вами сейчас увидим отражение в лужах. Это вот, кстати, можно сравнивать без DLSS. Но это минимальный low Ray Tracing. Если на максимальном, там еще и четкость Ray Tracing будет очень четкая. Смотрите, как лучи сейчас будут пробиваться. Смотрите, сквозь дым такая. Оп, такое, вот это очень красиво, отражение, вот эти все. Я обожаю технологию Ray Tracing. Когда они только появились, первая моя видеокарта была RTX 2070 Super, которую я получил с RTX, я тогда обалдел. Но тогда не было развития такого RTX, как сейчас есть. Смотрим до конца теста, вышли на 105 FPS, и на таких показателях у нас с вами спокойненько вышло 89,8 средний FPS, максимальный 112,4, минимальный у нас 74,71. Если говорить про тесты сети, то мы с вами их сейчас проведем. Вы видите результаты тестов сети. У нас 5 ГГц спокойненько отрабатывает 1,7, 1,8 гигабит на загрузку. На выгрузку у нас 1,6, 1,5. И спокойно у нас отрабатывает 2,4, больше 300 мегабит. Для меня это немножко хороший, ну немножко странный, но очень хороший результат. Потому что обычно Intel, они такое себе, знаете, там показывают. Но дело в том, что здесь установлен 411 NGV и Lana J45 у нас чистая двушка, но здесь сейчас мы ограничены нашим сервером, и он показывает 1.8, тоже 1.6, 1.8 на 1.5, на 1.6. А теперь мы можем с вами посмотреть, допустим, 4К Geoplace и посмотреть, как работает 4К браузинг, пожалуйста. Мы запускаем с вами, смотрим статистику для сисадминов, он берет сейчас 166 мегабит в connection speed, берет с YouTube, вообще отлично, 4К, 60 FPS, один дроп на разворот экрана, еще один дроп добавляется на сворот экрана, это все идеально работающее. Вы здесь можете смотреть IPTV-шечку, киношечку онлайн, вы можете смотреть здесь все что угодно. А теперь мы с вами смотрим на то, какой SSD-шничек у нас установлен, какие диски. Запустил 2 раза Crystal Disk Mark, уж прошу прощения, давайте Crystal Disk Info посмотрим. Дело в том, что у нас здесь установлен SSD-шник Samsung. Сейчас мы с вами видим его характеристики. Samsung терабайтничек PCI Express 4.0 X4 на NVMe Express 1.3. По температурам мы сейчас с вами запускаем тест, и вы видите результат теста. 6700 мегабайт на загрузку и на выгрузку, у нас, вернее, на чтение и на запись у нас просто нереальные 4800 на запись. Это просто нереальные классные результаты для PCI Express 4X4. По температурам всего лишь на 1 секунду поднялась температура при последовательном чтении до 61 градуса, и всего до 63 на 1 или 2 секунды поднялась в последовательной записи. Больше температура не поднималась, и можем сделать вывод, что температурные пакеты у нас для SSD-шника идеальны.
И мы видим здесь и этот нейральный Intel iBoost процессор, и все ядрышки Intel Core Ultra 9. И, конечно же, два видеоадаптера. Смотрите, у нас здесь Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070. Все очень даже хорошо и красиво сделано. Очень классно подходит. Давайте я еще запущу одну из своих любимых игр. Это Horizon Zero Dawn, на которой вы даже в 4К сможете получить классный FPS. Я прошел всю серию Horizon. Сразу идем в настройки, смотрим, что он сейчас фулочка стоит с DLSS на перформансе, график на ультра. И мы специально будем бегать в траве, там где очень мелких много элементов, со 140 FPS. И если мы переключим, допустим, с вами на 4К, давайте на рендеринг 4К и посмотрим, даже не на пол, вот такие вот на 3840 на 16 на 9, чтобы у нас было. То здесь у нас сразу появляется 71, 69, 73 FPS, но это мы конкретно играем 4К. То есть очень адекватный комп. Давайте переходить к резюмированию. А в качестве выводов скажу, блин, классная получилась балалайка. Мне нравится. Сейчас себе оставлю. И мы его, конечно же, рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозоны. Вот такой вот Asus ROG, ну как они, видите, как они пишут, ROG Nuke 970, хотя это Nuke 14, ROG Nuke 14 на канале Технозоны. Пока.